Осень 1849 года упала на Йоркшир тяжелым серым покрывалом, и в этих низких облаках и беспрерывных дождях существовал дом, Равенсвуд, который казался не столько поместьем, сколько окаменевшим временем. Его серые стены помнили каждого, кто жил под его сводами, каждую хозяйку, каждого наследника, каждый шепот и каждый крик, впитанный камнем за столетия. Но один человек обитал в нем так, словно не существовал вовсе. Клара Ашворт, 24 лет, была старшей горничной, существом, которое полировало полы, убирало комнаты, гасило свечи и исчезало, не оставляя даже эха своего присутствия. Люди смотрели сквозь нее, как сквозь окно, не замечая стекла. Но что, если невидимость – это не слабость, а способ выжить? Что, если за ней скрывается женщина, способная переломить все, во что верит этот дом? Когда герцог Эдвард Ашфорд впервые увидел ее, по-настоящему увидел, мир Равенсвуда дал первую трещину. И эта трещина, разросшись до чего-то, что не смог бы остановить ни один аристократический протокол, ни одна светская ярость, ни даже та женщина, которая контролировала каждый угол этого дома и считала себя его единственной хозяйкой. Это история о том, что достоинство не требует голоса, чтобы быть услышанным. О том, что настоящая любовь начинается не со слова, а со взгляда. И о том, как книга, оставленная между двумя миром, может стать дверью, которую больше нельзя закрыть. Расскажите мне, откуда вы нас слушаете сегодня. И подумайте, бывало ли в вашей жизни так, что вас окружали, но не замечали? Поместье Равенсвуд стояло на краю холмистой гряды Йоркшира, как темнокаменный монумент прошедших веков. Его силуэт, резкий, угловатый, с двумя башнями на западной стороне, увитыми полумертвым плющом, был виден с любой дороги, ведущей к деревне. Но дорога, ведущая к дому, была единственной, и она извилась через густые дубовые рощи так, словно само поместье не хотело быть легко найденным. Серые камни его стен покрывал мох там, где солнце не проникало месяцами. Высокие окна с темными переплетами отражали небо, как тусклая вода, без блеска, без приглашения. Внутри же дом существовал по иным законам. Большая гостиная, та, куда допускались только члены семьи и избранные гости, имела обои в темно-зеленом дамаске, тяжелые шторы из бордового бархата, подвешенные так, чтобы свет проникал лишь полосами. Камин из полированного мрамора занимал почти всю стену, и дровы горели в нем с октября по март, непрерывно, как обязательство. Портреты предков висели повсюду, на лестничных клетках, в коридорах, в приемных, и их глаза, написанные мастерами, которые умели вкладывать в холст нечто большее, чем подобие, казались следящими за каждым движущимся существом. Это был дом, который давно перестал быть теплым жилищем и превратился в механизм. Каждая комната выполняла функцию. Каждый коридор был путем из одной точки в другую. Каждый угол – задачей для прислуги. Клара Ашворт знала этот дом так же хорошо, как собственное тело, возможно, лучше. Она знала, какие ступени лестницы скрипят, если наступить на край. Знала, какие двери нужно толкать чуть левее, чтобы не стучать. Знала, в какое время утром свет ложился через окна большой гостиной так, что пыль висела в воздухе золотыми мощами, и никто из семьи этого не видел. Она была единственным существом в этом доме, которое видело его не как величие, а как то, что оно было, клетку. Она была невысокой, стройной женщиной. Эта стройность была не из тех, что вызывают восхищение на светских вечерах, а из тех, что возникают от скудной еды и слишком долгих рабочих дней. Каштановые волосы всегда убраны под белый чепец, согласно протоколу прислуги. Ни одной подозрительной прядей, ни одного намека на то, что под этой белой тканью существует женщина с собственными мыслями. Серые глаза ее были светлы, почти прозрачны, цвета утреннего тумана над болотами. В глубине них читалось что-то похожее на затухающий огонь. Упрямство, которое она тщательно прятала под корректной осанкой, под ровным голосом, под коротким «да, миледи». Но огонь не потухал. Просто горел тише, так как горит уголь под пеплом, когда кажется, что он давно остыл. На правой руке у нее была бледная шрамовая полоса через ладонь и запястье, длинная, извилистая, чуть приподнятая над кожей.
След горячей кастрюли, упавшей на нее в детстве, когда она была дочерью помещика среднего достатка, когда дом был их собственным, когда отец читал ей книги вечерами при свете камина. Тогда этот шрам был кошмарнейшим событием в ее маленькой жизни. Теперь, когда отец разорился от долгов, когда семья рассыпалась по миру, как семена по ветру, мать умерла от болезни легких, брат уехал наемником в Индию, сестра вышла за бедного разнорабочего на севере. Шрам превратился в единственное осязаемое свидетельство того, что была другая жизнь. Другая Клара. Она носила длинные рукава даже летом, скрывая шрам от посторонних глаз. Двигалась по коридорам тихо, почти бесшумно, как привидение, которое никто не просил вызывать. Занимала крохотную комнату в подвале с одним узким окном, через которое свет проникал прямоугольным пятном в те редкие часы, когда облака расходились. И единственное, что она себе позволяла, это книги. Те книги, которые она подбирала из библиотеки, те, что лежали невостребованными годами, которые никто не брал с полок, и их обложки покрывались пылью. Она читала тайно. Вечерами, когда все огни в доме гасились, она зажигала тонкую свечу, тот остаток, что оставался после того, как обслуживала гостей, и читала до тех пор, пока фитилек не вгрызался в воск до самого основания. Книги были ее единственной дверью наружу. Через них она путешествовала в средневековую Францию, в Древнюю Грецию, в те миры, где женщины могли думать вслух, и никто их за это не наказывал. Но в реальности Клара существовала между двумя мирами. Она была Ашвард, дочерью джентльмена, пусть и банкротного. В ее крови текла кровь тех, кто когда-то обедывал за одним столом с людьми вроде герцога Ашфорда. Но она больше не была дворянкой. Она была горничной. И это промежуточное существование превращало ее в существо, которое не вписывалось ни в одну категорию, а значит, для окружающих не существовало вовсе. Леди Маргарет Уитмор была центром силы в этом доме, незримым, но абсолютным. Сестра покойной жены герцога, женщина 47 лет, она считала себя хозяйкой Равенсвуда, несмотря на то, что юридически ею не была. И в том мире, где имя превыше права, она была хозяйкой. Высокая, прямая, с осанкой аристократки и ледяной улыбкой дипломата, леди Маргарет контролировала каждый угол поместья с точностью часового механизма. Пепельно-белые волосы укладывались в безупречные складки каждое утро. Ни одна прядь не сбивалась с места до вечера, когда она снималась перед зеркалом в ее гостиной, той единственной комнате в доме, куда не входил никто, кроме нее самой. Зеленые глаза умели оценивать людей за считанные секунды. Их вес, их полезность, их угрозу. Она носила только шелк, бледно-серый, полынный, зеленый, иногда темный, как ворон, всегда высокого качества, всегда безупречно сшитый. Ожерелье из темно-синих сапфиров, подаренное покойным зятем в первый год его брака, было единственным постоянным украшением. Оно висело на шее как печать, отметка того, кому принадлежит этот дом. Маргарет не терпела никаких отступлений от протокола. Любую прислугу, осмелившуюся приподняться выше своей ступени, она давила быстро и беспощадно, словом, недоверием, лишением выходных, переводом на самую черную работу. Клара была для нее особенно ненавистной фигурой, слишком образованной для горничной, слишком молчаливой для прислуги и слишком гордой для своего положения. Маргарет давала ей самую грязную работу, отменяла ее единственный выходной в месяц, без объяснений, без предупреждения. При других слугах называла ее дочерью банкрота. Просто, негромко, но с таким весом, чтобы слова застряли в воздухе и были услышаны всеми. И следила, чтобы Клара никогда не появлялась в семейных комнатах, только в тех частях дома, которые были предназначены для прислуги. Служебные лестницы, кухня, прачечная, подвалы. Клара принимала все это так же молча, как принимает дождь. Стояла под ним и ждала, когда закончится. Герцог Эдвард Ашфорд существовал в совершенно другом измерении. Том, куда ни один из слуг не мог даже заглянуть. Он был высоким, почти 6 футов, и в его росте было что-то из прирожденного командора. Эта высота не была просто физической, она создавала расстояние между ним и всем остальным.
расстояние, которое не измеряется шагами. Темно-каштановые волосы он носил чуть длиннее, чем требовало приличия. Это была единственная его уступка неформальности. В остальном все. Каждый жест, каждый предмет гардероба, каждая поза было безукоризненно аристократическим. Темные сюртуки превосходного качества, белые рубашки с высокими манжетами – все строго, лаконично, без единой избыточной складки. Одевался он как человек, которому неважно, смотрят на него или нет. Проницательные синие глаза, цвета глубокой воды в холодный день, читали в людях те вещи, которые те не хотели показывать. Но сами они выражали утомленность человека, слишком рано взявшего на себя слишком много. Эдвард стал герцогом в 22 года, раньше, чем был готов. Его отец умер от неизлечимой болезни, оставив имение, долги и ответственность перед тем сообществом, которое не прощало ошибок. Вдовец уже 3 года. Его жена, хрупкая светловолосая Люси, на которую он когда-то смотрел с той тихой нежностью, какая бывает у юных людей, которые еще не знают, что любовь может оборваться внезапно, как ниточка, умерла от лихорадки. Оставила пустый дом и еще более пустое сердце. Аристократическое окружение давно намекало на новый брак. По имущественным причинам, по политическим. Эдвард не спорил. Он и не собирался влюбляться. Влюбливание казалось ему роскошью, на которую у него не было права. Он искал партию, как ищут деловой контракт. Разумно, выгодно, без эмоций. Без надежды на то, что второй раз может быть иначе. Его одиночество было холодным и ровным, как вода подземного озера, глубокое, тихое, не требовавшее ничего, кроме того, чтобы его не тревожили. Момент, когда все изменилось, произошел октябрьским вечером, или так только казалось. Эдвард вернулся из поездки раньше, чем его ожидали. Верхняя одежда была влажной от дождя, и он снял ее в прихожей, не зайдя в свои покои. Библиотека была ближе. Он вошел через боковую дверь, ту, что выходила на узкую служебную лестницу, которой пользовалась только прислуга, и увидел ее. Клара стояла перед камином в полутьме, и в руках у нее была раскрытая книга, одна из его книг, тех, которые не читались годами, которые пылились в углах нижних полок, забытые даже им самим. Она читала при свете огня, и пламя танцевало по ее лицу так, что серые глаза казались золотыми. Рукав правой руки сбился. Не специально, просто время, проведенное за чтением, заставило ее забыть о позе, о протоколе, обо всем, кроме слов на страницах. Шрам был виден полностью. Длинная бледная полоса от ладони до локтя, причудливо извивающаяся, как ручей на карте. Она не заметила его. И впервые за долгое время Эдвард увидел человека, который читал с таким голодным восторгом, с таким облегчением от встречи с чем-то большим, чем собственная жизнь, что, казалось, книга была для нее не развлечением, а воздух для легких. Книга была спасение. Ее руки держали ее так бережно, так крепко, как держит единственный якорь посреди бурного моря. Он не окликнул ее, не шевельнулся в тени, просто стоял и смотрел, впервые за 3 года, на живое существо не как на функцию, не как на часть механизма поместья, а как на человека. На женщину, которая в тот момент была абсолютно свободна, потому что думала, что одна. Сколько он стоял так, минуту или 10, он не помнил потом, помнил только свет на ее лице и тихий шелест страниц. Наконец Клара подняла голову и увидела его. Книга упала из ее рук, не упала, упала, выскользнула как живое существо, спуганное присутствием чужого. В глазах мгновенно погас тот золотой свет. Она выпрямилась, уставила руки вдоль тела, опустила голову. Привычная позиция невидимости, та самая, в которую она встряхивалась каждый день, как солдат в строю. «Простите, Your Grace, я уйду немедленно», — произнесла она ровным голосом. Но Эдвард видел, как побелели ее пальцы. «Не уходите», — сказал он. Слова вышли тише, чем он собирался. Он не командовал, просто просил. Клара не шевельнулась. Стояла и ждала. Эдвард кивнул, сам себе, и вышел через ту же боковую дверь, куда вошел. Книга «Т. Опыты»
Монтэня в английском переводе, осталась на полу, раскрытая на той странице, где читала Клара. Утром книга была на полке, ровно на том месте, где лежала раньше. Но Эдвард заметил, между страницами 247 и 248 лежал маленький высушенный лист, дубовый, тонкий, аккуратно расплющенный, словно его бережно хранили. Он не знал, почему этот лист значил для него больше, чем любое слово. После этого вечера Эдвард начал замечать ее. Не резко и не так, как случается со страстью, которая обрушивается разом. Скорее так, как постепенно обнаруживаешь звук, который всегда был рядом, но ты не слышал, тихую ноту среди шума. Клара была повсюду. Она полировала книжные полки, и Эдвард видел, как ее пальцы задерживались на корешках тех книг, которые были ей знакомы. Едва заметно, на долю секунды дольше, чем требовалось для работы. Она гасила свечи в его кабинете каждый вечер и оставляла свежие цветы на подставке у окна. Не те, что полагались по протоколу, те, что росли в заброшенном садовом углу, невзрачные и почти дикие, но каким-то образом всегда соответствовали его настроению. В хмурный день, когда письма из Лондона несли неприятные новости, серые ветки ивы, поставленные в глиняный горшок. В тот день, когда пришло письмо с нежданно хорошей новостью, веток осыпающегося терновника, все еще горящий поздними белыми цветами, он начал оставлять книги на подоконнике библиотеки, открытые, с подчеркнутыми фразами, карандашом, едва заметно, как подсказка. Она читала их. Он знал, что читала, потому что книги возвращались ровно через сутки, ставились обратно на полку, аккуратно, без единого следа чужого прикосновения. Но между страницами всегда появлялся этот лист. Высушенный дубовый лист, аккуратно расплющенный. Ее молчаливый ответ. Они никогда не говорили об этом, они почти не говорили вообще. Но между ними существовал разговор, медленнее слов и точнее любого, что могло быть произнесено вслух. Разговор двух людей, которые были так далеко друг от друга по каждой мерке, которая существовала в этом доме, что единственный способ встретиться был через книги, через молчание, через сухие листья, которые не требовали объяснений. Леди Маргарет почувствовала нечто неправильное в воздухе поместья, тонкое, как запах озона перед грозой. Она не могла определить его источник, но инстинкт, отточенный десятилетиями существования в светских гостиных, подсказал. Что-то меняется. Она начала наблюдать за Кларой скрупулезно. Сначала просто следила за расписанием. Клара работала. Без опозданий, без проволочек, ничего подозрительного. Но Маргарет была терпелива. Она подстроила так, чтобы Клара уходила последней из слуг каждый вечер под предлогом дополнительной уборки. Наблюдала за ней из окна своей гостиной, стоя в тени, не шевелясь. Видела, как Клара выходила через служебную дверь и исчезала в подвалах. Ничего. Тогда Маргарет нашла иной способ. Она вызвала дворецкого, старого преданного Смайтса, и тихо, за чашкой чая попросила его следить за библиотекой. Не за книгами, за подоконниками. Просто заметить, не появляется ли на них что-нибудь необычное. Смайтс, человек скрупулезный и без лишних вопросов, выполнил просьбу через неделю. Книги появлялись на подоконнике каждый вечер и исчезали каждое утро. Он не знал, кто их ставил. Маргарет знала. Она ничего не сказала Эдварду. Пока не сказала. Вместо этого она действовала иначе. Клара однажды утром проснулась и обнаружила, что ее комната в подвале была обыщена. Не просто проверена, перевернута. Вещи сложены стопкой, книги, те немногие, которые она собрала за месяцы, аккуратно поставлены у двери. Сверху лежала записка от леди Маргарет, написанная безупречным почерком. Имущество прислуги подлежит периодическому осмотру. Книги из библиотеки семьи не могут находиться в помещениях прислуги. Книги будут возвращены библиотеке. Обсуждение этого вопроса не подразумевается. Клара стояла над запиской так долго, что свет утра, пробившийся через узкое окно, коснулся ее рук. Тех рук, которые все эти месяцы бережно открывали страницу за страницей, как открывают тайну, подаренную тебе другим человеком. Она не плакала.
Она просто свернула записку, положила в карман фартука и вышла на работу. На следующий вечер книг на подоконнике не было. Эдвард заметил это не сразу. Он был занят корреспонденцией. Заметил только через 3 дня, когда пришел в библиотеку и увидел пустой подоконник. И в тот момент понял. Его тянуло сюда не ради книг. Он позвал Смайтса. «Кто убирает библиотеку по вечерам?» Смайтс замялся на долю секунды, ровно на ту, которая существует между правдой и ложью. «Горничная Ашвард, Йор Грейс». Эдвард кивнул. Имя упало в тишину его разума, как камень в воду, и пошла рябь. Он нашел Клару в прачечной. Был зимний вечер, и воздух за дверями был затиснут влажным теплым. Пар поднимался от корыт, плотный, белый, терпкий, и сквозь него Клара была видна, как размытый силуэт. Руки погружены в горячую воду, волосы под чепецом взмокли от пара, лицо покраснело от жара. Она стояла над корытом и тряла простыни с таким усердием, с такой невыдуманной, тихой яростью, что, казалось, она боялась не того, что простыня не отстирается, а того, что если остановится хоть на секунду, что-то внутри может прорваться наружу. Эдвард остановился в дверях. Некоторое время он просто смотрел на нее, на руки красные от горячей воды. На выражение лица тихая, почти каменная усталость, такая же непрерывная, как дождь за стеной. На то, как она работала, молча, без жалоб, без просьб, словно усталость была частью ее тела, и она просто жила с ней, как живут с хронической болезнью. «Почему вы позволяете ей с вами так обращаться?» – спросил он. Тихо, не как аристократ, говорящий с прислугой, просто как один человек, спрашивающий другого. Клара подняла глаза. Впервые по-настоящему она посмотрела ему прямо, и в этом взгляде не было ни страха, ни просьбы о сочувствии. Только ясность. Та ясность, которая бывает у тех, кто уже давно принял то, что не под силу изменить. «Потому что у меня нет выбора, Йор Грейс, — сказала она. Просто. Без горечи, без жалости к себе. Эдвард почувствовал что-то похожее на удар в груди. Тот момент, когда понимаешь, ты ошибался. Не в чем-то малом, в чем-то фундаментальном. «У вас есть выбор», — сказал он. Клара покачала головой. «Выбор есть тот, кто может за него заплатить», — произнесла она, и отвернулась обратно к корыту. Эдвард стоял в дверях еще несколько секунд, потом развернулся и ушел. Но нечто изменилось. Не во внешнем мире, а внутри него. Словно поворотный механизм, который годами был заточен ржавчиной, провернулся впервые. Клара стояла над корытом еще долго после того, как его шаги стихли в коридоре. Пар поднимался все еще, обволакивая ее лицо влажным тепло. Она смотрела на воду, мутную, горячую, с остатками стиранного белья, и думала о том, что он сказал. «У вас есть выбор». Она так давно не слышала эти слова, что забыла, каков может быть вес этой простой фразы. Кто-то сказал ей, что выбор существует. Кто-то увидел ее достаточно хорошо, чтобы произнести это вслух. И от этого простого признания, не от сочувствия, не от жалости, а от того, что ее видят, что-то внутри нее сдвинулось так же неощутимо, так же неизбежно, как сдвигается камень в основании плотины. Той же ночью Эдвард не спал. Он лежал в темноте своей спальни, той, в которой когда-то спал рядом с Люси, и слушал тишину Равенсвуда. Слышал тиканье напольных часов в коридоре. Слышал далекий шум ветра за стеной. И думал о женщине в прачечной, которая сказала правду так спокойно, как говорят о погоде. Утром он принял решение. Не то решение, которого ожидала от него светская логика. Не жениться ради приличий, ради договора, ради того, чтобы Маргарет и все остальные были довольны. Он принял решение, которое казалось ему единственным честным, единственным, что имело смысл для человека, который забыл, что значит быть честным с самим собой. На следующий день он написал письмо своему поверенному в Лондоне и попросил его исследовать юридический статус женщины, занимающей наемную должность в аристократическом доме, но по происхождению принадлежащей дворянскому сливку. Не ради Клары, пока, ради себя, ради того, чтобы понять,
Где проходит граница между тем, что он может сделать, и тем, что мир позволит ему сделать? Через 2 недели пришел ответ. Граница существовала. Но она была тоньше, чем думал Эдвард. Он пришел к Кларе в библиотеку. Был вечер. Она как раз гасила свечи, последняя из своих обязанностей в этой комнате. Закат за окном окрасил облака в тот бледно-золотистый цвет, который бывает только в ноябре, когда свет уже собирается уходить, но еще не ушел. Его силуэт был темным, почти неразличимым на фоне еще светлевшего неба за стеклом. Она увидела его не сразу. Не сразу поняла, что тень у окна – это не тень. Когда увидела, остановилась. Свеча в руке чуть покачнулась. «Клара», – сказал он. Впервые произнес ее имя. Просто Клара. Без горничной Ашвард, без ничего. И это имя в его устах было таким же негромким, едва заметным, как те фразы, которые он подчеркивал карандашом в книгах. Почти незаметные, но абсолютно точные. Она стояла неподвижно. Огонь свечи дрожал в темноте. Но прежде чем произнести те слова, которые должны были произойти, он произнес другие. «Подождите», — сказал он, и впервые в его голосе было что-то уязвимое. Что-то, чего она никогда не слышала в нем раньше. Клара подняла глаза. Эдвард подошел к книжной полке, той самой, на которой стояли книги, которые он оставлял для нее. Его рука задержалась на одном из томов, темно-зеленый коленкоровый переплет, потертый на краях. Он не взял книгу. Просто положил ладонь на корешок, и его пальцы замерли так, как замираются руки человека, который собирается с мыслями. Когда Люси умерла, начал он тихо, не оборачиваясь, я не мог войти в эту комнату 1,5 года. Не потому, что здесь был какой-то особой память о ней. Просто. Эта комната была единственным местом, где я myself читал. И когда я открывал книгу после ее смерти, каждая страница казалась пустой. Слова были, но смысл исчез. Он, наконец, обернулся. Свет за окном был совсем тусклым теперь, тот последний остаток дня, когда небо становится цвета свинца. Потом, однажды вечером, я нашел между страницами этот лист. Он кивнул в сторону книги, стоявшей на полке. И впервые за 1,5 года слова снова стали иметь смысл. Не потому, что лист был красивый, а потому, что он означал, кто-то еще читал эту книгу. Кто-то еще искал в ней что-то важное. Кто-то еще верит, что книги могут быть порталами. Он стоял перед ней. Расстояние между ними было небольшим. Может быть, 3 шага. Достаточно, чтобы существовать отдельно. Недостаточно, чтобы не чувствовать. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой», — сказал он. Слова упали в тишину. Клара не шевельнулась. «Не потому, что это выгодно, продолжил он. Не потому, что это решит какую-то проблему. Потому что вы единственный человек в этом доме. Может быть, единственный человек в моей жизни, с кем я хочу быть честным. И потому что тот дубовый лист между страницами был самым красноречивым ответом, который я когда-либо получал». Тишина растянулась, тяжелая, неподъемная. Клара медленно опустила голову. Свеча в ее руке погасла, или почти погасла. Last thread of flame, дрожащий, едва живой. «Вы не понимаете», — произнесла она, наконец, голос тихий, едва слышный, «того, что произойдет». «Понимаю», — сказал он. «Именно поэтому спрашиваю вас, а не просто решаю». Она подняла на него взгляд. И в этом взгляде впервые не было только тихой усталости. В нем было что-то живое, страх и надежда вместе, смешанные так, как смешиваются свет и тень на границе ночи и утра. И то невыразимое чувство, когда человек впервые за долгое время понимает, что его видят. Она не ответила «да». Не в тот вечер. Просто стояла. И не ушла. Маргарет узнала о намерениях Эдварда не от него. Она услышала еще на следующий день. От кого-то из прислуги, кто видел, как герцог вышел из библиотеки с выражением, которое никогда раньше не появлялось на его лице. Лицо у него было живым. Странно, почти пугающе живым, словно кто-то протер окно, в которое давно уже не смотрели. Маргарет не стала тратить время на тонкие маневры. Она действовала наотрез.
На следующее утро в поместье Равенсвуд пришли 4 дам из соседних имений. Каждая приглашена лично. Каждая получила записку от леди Маргарет, в которой сообщалось о серьезном вопросе, требующем коллективного участия. Они сидели в большой гостиной, где Маргарет уже приготовила чай и разложила печенье в точном соответствии со светским протоколом. Фарфоровые чашки были согреты, салфетки сложены треугольником, вазоны на столе были расставлены без единой случайной складки. И Маргарет начала говорить. Не громко, не истерично. Маргарет никогда не прибегала к крику. Это было бы неприлично. Она говорила тихо, размеренно, с улыбкой сочувствия, которая была отточена десятилетиями светской жизни, той улыбкой, от которой невозможно понять, говоривший с тобой пожалеет тебя или уничтожит. «Вам известно, — произнесла она, помешивая чай ложечкой, — что герцог переживает непростое время. Потеря жены оставила глубокий след, и иногда люди в таком состоянии принимают решения, которые не вполне соответствуют их положению». Дамы обменялись взглядами. «Он увлекся одной из горничных», — продолжила Маргарет, и слово «горничных» она произнесла так, словно оно само по себе было приговором. К некой Кларе Ашворт, дочери банкротного помещика, которая здесь работает уже 2-й год. Девушка тихая. Из тех, кто умеет быть незаметной так искусно, что, кажется, она вообще не существует. А те, кто умеет быть незаметными настолько, знают, когда именно перестать быть незаметными. И почему. Тишина повисла над чашками. Маргарет улыбнулась, той самой улыбкой, и позволила тишине работать за себя. Эдвард узнал о собрании Маргарет тем же вечером, от Смайтса, который доложил все в деталях. Он не разозлился. Он сидел в библиотеке, в кресле у окна и смотрел в темноту сада. Долго. Потом встал, позвал Маргарет и попросил ее пройти в большую гостиную. Она пришла, нарядная, уверенная, с той же улыбкой, и остановилась, увидев его лицо. Эдвард стоял посреди комнаты. Спина прямая, руки по бокам неподвижно сцепленные перед собой. Голос, когда он заговорил, был тихим, как всегда. Но тихий голос герцога Ашфорда был опаснее любого крика, который когда-либо звучал в этих стенах. «Клара Ашфорд станет герцогиней Равенсвуда», — сказал он. Маргарет открыла рот, закрыла. «Те, кто поздравит нас, останутся друзьями этого дома», — продолжил он. «Те, кто не сможет этого сделать, просто уйдут». Он сделал паузу, короткую, но каменную. «И вы, Маргарет», — он произнес ее имя впервые за долгое время без приставки «миледи», — «уйдете этой неделей». Маргарет стояла неподвижно. Улыбка на ее лице была замерзшей, как лед на озере, который трескается, но еще не ломается. Она хотела что-то сказать, хотела, скорее всего, сказать многое, но Эдвард не дал ей. «Это не обсуждается», — сказал он, и повернулся к двери. Клара узнала обо всем утром следующего дня, когда увидела, как Маргарет стоит посреди большой гостиной, одна, среди пустых чашек и сложенных салфеток, и впервые за все время существования этой женщины в этом доме на ее лице было видно нечто, похожее на растерянность. Не гнев, не высокомерие, просто пустота. Как у человека, которому внезапно убрали из-под ног всю почву, на которой он стоял. Клара остановилась в дверях и смотрела. Маргарет почувствовала ее взгляд, повернула голову, и впервые между ними не было отношений хозяин, прислуга. Впервые они стояли как две женщины, которые смотрели друг на друга без масок. Одна с тихим, ровным достоинством, которое не требовало слов. Другая с той пустотой, которая бывает, когда отнимают единственное, зачем ты существовал. Маргарет не сказала ничего. Клара тоже. Через 5 дней леди Маргарет Уитмор покинула Равенсвуд. Ей подали экипаж в 9 утра. Она вышла через главный вход, впервые за месяцы вместо служебного, и не обернулась. Клара стояла у окна служебной лестницы и смотрела, как экипаж исчезал за поворотом дороги в серую туман зимнего утра. Свадьба была тихой. Протестантская церковь на краю деревни, каменная с низким потолком и узкими окнами,
через которые зимний свет падал тонкими, почти золотыми полосами. Не было кристалла, не было пышных торта, не было 100 гостей, не было светского блеска, который обычно окружает подобные события. Были Смайтс и горничная Бетси единственные свидетели. Было тихо, так тихо, что слышно было, как горели свечи на алтаре, как капало воска на медную подставку. Клара надела простое белое платье из тонкой ткани, без оборок, без бусин, без тех многочисленных деталей, которые обычно делают невестой женщину, а не человеком. И единственным украшением на нем был засушенный дубовый лист, прикрепленный тонкой нитью к ткани у сердца. Тот самый лист, который она нашла между страницами книги, которую Эдвард оставил ей в тот первый раз. Она стояла перед ним и смотрела на него. Впервые без страха, без протокола, без привычки быть невидимой. Просто, как одна честная душа смотрит на другую, когда больше нечего скрывать. Эдвард взял ее руку, ту самую правую со шрамом, и держал ее еще не как драгоценность, не как тайну, не как проблему, которую нужно решить, просто крепко, как держит тот, кто больше никогда не собирается отпускать. 9 лет прошли над Равенсвудом. Не как обычно течет время, превращая дни в серую однородную ткань, а как взрослеет дерево. Медленно, неизбежно, с каждым новым кольцом становясь прочнее и шире. Дом изменился. Не снаружи те же серые камни, тот же плющ на башнях, тот же мох на затененных стенах. Но внутри произошло то, что произошло бы, если бы кто-то открыл все окна после долгой зимы и впустил в дом воздух. Библиотека была расширена, полки протянулись до самого потолка, и книги стояли на них плотно, не запыленные, не забытые, а читаемые. На полках были записки, маленькие карточки с пометками, с цитатами, с вопросами. Некоторые были в детском почерке. 2 детей, Элизабет и Роберт. Элизабет, старшая, 7 лет, была похожа на отца по росту и цвету волос, но по характеру была полностью материнской. Тихая, наблюдательная, с серыми глазами, в которых светилась тоже упрямая, негромкая огонь, который когда-то Клара тщательно скрывала под белым чепецом. Она читала раньше своих сверстников, жадно, беспрерывно, как если бы книги были ее собственным воздухом. Когда взрослые разговаривали о чем-то важном, она не уходила. Она садилась в угол и слушала. Тихо, внимательно, как настоящий свидетель, который понимает больше, чем от нее ожидается. Роберт, младший 4 лет, был полной противоположностью, громкий, озорной, с каштановыми кудрями, которые не укладывались ни при каком усилии. Он бегал по поместью с такой свободой, которая была бы немыслима для ребенка аристократического семейства еще 5 лет назад. Никто его не останавливал, никто не говорил ему, что он слишком громкий для этих стен. Клара стояла в садовом проеме, той части сада, которая раньше была просто заросшим уголком, а теперь превращена в маленький, почти дикий сад с грядками зеленого горошка и белыми ромашками. Солнце было низким, ноябрьским, золотым, мягким, как акварель, написанное кем-то с терпеливым и ненавязчивым чувством. Оно падало на ее лицо, и она выглядела иначе, чем в те серые годы прислуги. Не юной, ей было 33, но живой. Волосы, каштановые, начали светлеть от времени, и она больше не убирала их под чепец. Они были уложены просто, как укладывает женщина, которой больше нечего скрывать. Шрам на правой руке был виден. Она больше его не скрывала. Носила открыто, как часть тела, как часть истории, которая привела ее туда, где она стояла сейчас. Эдвард с каждым годом становился собраннее, не холоднее, а спокойнее. Синие глаза его утратили ту утомленность, которая в мужчине его возраста была похожа на хроническую болезнь. Он стал больше слушать, меньше думать о том, что скажут прочие. Его темные волосы начали серебриться на висках, ровно так, как серебрятся те, кто рано взял на себя ответственность и не сломался под ней. Клара создала при поместье приют для женщин из обедневших семей. Не благотворительный, не тот, в котором женщин учили быть полезными для общества. Она создала место, где они могли просто существовать, читать, думать, приходить в себя после того, как мир отнял у них все, кроме них самих.
Библиотека была открыта для всех. Впервые в истории Равенсвуда прислуга могла брать книги без разрешения, без отметки, без чужого надзора. Некоторые из соседних семей приняли новую герцогиню. Не все, не сразу. Но те, кто видел, как она существовала в этом доме теперь, видели тихую уверенность, с какой она держала голову в светских гостинах, видели, как она поднимала взгляд и не опускала его, те поняли – это не слабость. Это сила, которая просто тихо ждала, пока ее увидят. Приют, который Клара создала при поместье, вырос за эти 9 лет из скромной комнаты в несколько ничего не значащих корпусов в полноценное учреждение. Женщины приходили сюда из разных уголков Йоркшира, те, у кого отнимали имущество, у кого умирали мужья, оставляя их ни с чем. Клара принимала их без вопросов, без морализаций. Она знала, что у каждой такой женщины есть своя комната, в которой она тихо существует, и свои книги, через которые она пытается снова стать собой. Она не пыталась их спасти, просто давала им время и пространство, и право читать. В библиотеке Равенсвуда теперь стояли не только книги семьи Ашфорд. Клара добавила те, которые думала нужными. Книги о праве, о истории, о событиях, которые шейпт мир и которые женщины обычно не имели возможности изучать. Элизабет уже читала многие из них, слишком быстро для своего возраста. Как читают те, кому судьба подсказала слишком рано, что знание – единственное, что никто не может отнять. Маргарет Уитмор уехала в Лондон, затем в парижский пенсион. Она не писала, не пыталась напомнить о себе. Светское общество забыло ее быстро, как забывают тех, кто больше не может быть полезен. Она умерла через 12 лет, в маленькой квартире на Руе Сан-Жерман одна. Некролог никто не написал. И ни одной книги в ее квартире найдено не было. Последний рассвет, который видели вместе Эдвард и Клара, был таким же тихим, как и их первый разговор. Эдвард лежал рядом с ней. Его руки уже были слабы, его тело уже сдавалось тому, что нельзя остановить. Он держал ее правую руку, ту со шрамом, в своих, и говорил ей, негромко, как говорил всегда, как говорил в той библиотеке, в той вечер, когда впервые произнес ее имя. «Ты была моей единственной открытой книгой», — шептал он, «которую я читал каждый день и никогда не дочитал до конца». Клара смотрела на него. Свет утра падал на его лицо, тот же мягкий свет, каким было освещено ее лицо в тот октябрьский вечер, когда он впервые увидел ее читающей. Кругом было тихо, слышно было только дыхание, едва уловимое, как ветер, который уходит. Она не плакала, как не плакала она утром в прачечной и в подвале, когда нашла свои книги сложенными у двери. Не потому что не чувствовала, а потому что некоторые виды горя слишком глубоки для слез. Они требуют большего, чем слезы могут дать. Она просто держала его руку. И держала до тех пор, пока его пальцы не стали теплыми, неподвижными. А потом еще немного. Иногда в жизни случается так, что самые глубокие изменения происходят без крика и без разрушений. Они происходят тихо, как рост дерева, который ни один взгляд не улавливает в один момент. Но кто-то, придя через год, поражается. Как оно выросло. Как оно стало таким большим, и никто не заметил. Клара не кричала, не требовала справедливости, не боялась того, чтобы ее услышали. Она просто была собой. Даже тогда, когда быть собой стоило ей всего. И это быть настоящим в мире, который просит тебя притворяться, может быть самый революционный акт, который способен совершить человек. Эдвард не спас ее. Не в том смысле, в каком понимают спасение в светских историях. Он просто посмотрел туда, куда все смотрели и ничего не видели. И увидел. Вместе они доказали. Любовь, не случайность и не везение. Это ежедневный выбор. Видеть друг друга по-настоящему. Даже когда весь мир говорит, что этого быть не может. Эта история тронула вас? Скажите мне, какая сцена задела вас больше всего? Какая фраза останется с вами после того, как вы закроете эту книгу? И если вы дослушали до этого момента, напишите в комментариях слово «достоинство». Так я узнаю, что вы были рядом с Кларой до самого конца. И что вы тоже верите,
Тихая сила – это настоящая сила. Поставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписались. Поделитесь этой историей с тем, кому она может быть нужна, с тем, кого видели, но не замечали. И если вы любите истории о тех, кого наконец увидели, о любви, которая меняет не только сердца, но и миры, загляните в те видео, что я оставил на картах. Спасибо, что были здесь. До следующей истории.